Клара была красивой молодой девушкой, которая недавно переехала в Сидней. Благодаря влиянию своей семьи у нее появился шанс начать новую жизнь в городе, который сильно отличался от того, где она жила раньше. Для нее все было в новинку. Люди, природные пейзажи, оживленные улицы. С небольшим количеством денег, которые достались ей от родителей, Клара переехала в жилой комплекс, расположенный рядом с лесом, поскольку чувствовала себя там как дома. Однажды ее новый друг Гарри сказал ей, что только что обнаружил змею, прячущуюся в его шкафу, и не знал, что делать. К счастью для Гарри, он разговаривал с идеальным человеком для этой работы. Клара взволнованно предложила Гарри помощь в его затруднительном положении и осторожно вынесла змею из его дома. Гарри предупредил ее, что змея может быть ядовитой, и ей следует действовать осторожно. Клара уверенно кивнула и заверила его, что знает, как с этим справиться, поскольку у нее дома был опыт общения со змеями. Они вдвоем отправились в квартиру Гарри, и Клара смогла быстро справиться с этим животным. Гарри был потрясен, увидев, как Клара спокойно обращается с таким диким животным. Клара подняла змею и пошла в сторону леса, чтобы выпустить ее. Гарри заплатил ей деньги за работу, которая стала ее первым заработком с момента приезда в Сидней. Она позвонила домой, чтобы рассказать родителям, и они поздравили ее с тем, что она добилась успеха. По телефону ее отец сказал: «Я так горжусь тобой, дорогая. Твоя жизнь действительно меняется к лучшему. Помнишь, где ты была всего несколько месяцев назад? Радуйся, что тебя сейчас там нет». Отец Клары был прав. Всего за несколько месяцев до этого Клара жила со своим мужем недалеко от того места, где она выросла. Ее отец владел там фермой по разведению крупного рогатого скота, а также был единственным в городе Змееловом. С тех пор, как Клара была маленькой, отец брал ее с собой ловить змей всякий раз, когда люди обращались к нему с просьбой убрать нежданных гостей змей из их домов или предприятий. Со временем Клара начала привыкать к змеям и научилась очень хорошо с ними обращаться. Она много знала о змеях и совсем их не боялась. Работая единственной женщиной-змееловом в округе, Клара привлекала к себе много внимания и вскоре стала широко известна своими талантами. Однажды Кларе позвонили из одного из отелей города. Прямо под одним из кустов, возле теннисных кортов, лежала большая черная змея. Клара приехала со своим снаряжением, которое состояло всего лишь из большой коричневой сумки и щипцов для змей. К большому облегчению гостей молодой Змеелов смог избавиться от змеи несколькими быстрыми движениями. Все гости, которые разбежались и наблюдали за происходящим с безопасного расстояния, затем зааплодировали Кларе. Они были очень впечатлены ее мастерством. Одного гостя особенно заинтриговала прекрасная девушка. Затем к Кларе подошел очень красивый мужчина. Он представился как Али и сделал удачный ход, пригласив ее на свидание, чтобы выразить свою признательность за то, что она сделала. Клара всю свою жизнь была одинока, и ее легко очаровал этот загадочный красавец. В итоге они сходили на несколько свиданий. Когда Клара начала узнавать Али поближе, выяснилось, что он из очень успешной и знаменитой семьи. Хотя Клара была простой девушкой, выросшей на ферме, она ценила необычные подарки и роскошные впечатления, которые дарил ей Али. Несмотря на изменения в ее отношениях и жизни, Клара осталась верна себе и по-прежнему занималась любимым делом — ловлей змей. Хотя Али, по общему признанию, считал это немного странным, он пытался принять ее и не позволить этому повлиять на их отношения. Али пообещал Кларе и ее семье, что теперь, когда он появился в их семье, им никогда не придется беспокоиться о деньгах, если бы только это было правдой. Когда Клара и Али поженились, их отношения, к сожалению, ухудшились. Али начал давить на Клару, чтобы она прекратила работать со змеями. Он сказал, что в их обществе так не поступают, и это его смущает.
Домашняя змея Клары, которую она взяла с собой, когда переехала к Али, не любила мужчину и огрызалась на него всякий раз, когда он был рядом. Хотя Клара и хотела наладить отношения, она также не хотела жертвовать тем, что она действительно любила. Однажды Али пригрозил ей: если она не избавится от змеи, то пожалеет об этом. Клара боялась этой стороны Али, которую никогда не видела. После свадьбы стал заметен его настоящий характер, и у него появились серьезные проблемы с гневом, которые, казалось, только усугублялись. Однажды вечером Али пришел домой совершенно пьяный и начал ругать Клару. Он обвинил ее в крахе своего бизнеса и сказал, что она бросает тень на имидж семьи, занимаясь ловлей змей. Клара попыталась убежать со своей ручной змеей, но Али поймал ее и ударил. После этого инцидента Али нашел еще несколько поводов для демонстрации своего превосходства над ней. Клара была опустошена и боялась за свою жизнь. По мере того, как напряжение между ними росло, у Али появилось чувство, что Клара найдет способ сбежать от него. Он хотел иметь полный контроль над ней, и если бы он не смог этого добиться, то пошел бы на крайние меры. Однажды Али заметил в сумочке Клары билет на самолет, и она подумала, что это выведет его из себя. У них был серьезный спор, который длился целую вечность, но вместо того, чтобы поступить так, как он всегда поступал с Кларой, Али, будучи под воздействием алкоголя, снова сказал: «Знаешь что? Я сыт по горло всем этим. Я не буду умолять тебя остаться. Убирайся и забери с собой эту грязную змею». В ту же ночь Клара села на самолет до Сиднея и никогда не оглядывалась назад. В течение следующих месяцев Клара продолжала жить в этом новом городе, очарованная местной дикой природой и заводя новых друзей. Она часто делилась историями о своих способностях ловить змей и о своей домашней змее со своими друзьями, которые были поражены ее талантами. Она даже начала работать волонтером в местном центре спасения животных, чтобы получить больше опыта работы с разными видами животных. К сожалению, однажды произошла трагедия, когда Гарри позвонил домовладелец Клары. Он обнаружил бездыханное тело Клары в квартире, и причина смерти была неизвестна. Друзья и семья Клары были потрясены этой новостью и изо всех сил пытались примириться с внезапной потерей такой яркой и талантливой молодой женщины. Домашняя змея Клары была найдена целой и невредимой, но не было обнаружено никаких признаков насильственного проникновения в ее квартиру. Казалось, что Клара просто скончалась внезапно и непредвиденно. Али, который по закону все еще был ее мужем, появился на похоронах и обвинил в смерти Клары змею, сказав, что она укусила ее и убила своим ядом. Родители Клары были безутешны из-за потери своей дочери, но им было трудно поверить, что причиной смерти могла стать ее любимая змея. Они пришли на похороны вместе со всеми жителями города, но то, что они там увидели, было последним, чего они ожидали. Они опустили тело Клары в могилу и начали засыпать землей, как вдруг появилась ее любимая змея. Ее отец, зная, как сильно змея была привязана к Кларе, позволил животному попрощаться с ней в последний раз. Затем змея обвилась вокруг ее руки. Али, стоявший рядом, внезапно сказал: «Уберите от нее это мерзкое создание». Друзья и семья Клары заметили что-то странное в ее любимой змее. Обычно послушное существо казалось взволнованным и даже агрессивным, особенно по отношению к Али. Некоторые из присутствующих не могли не задаться вопросом, не было ли поведение животного признаком какого-то скрытого подозрения или беспокойства, что породило предположение о том, что на самом деле произошло с Кларой. Но никто не осмеливался прикоснуться к змее. Заинтересовавшись, почему змея так поступила, отец Клары, который не боялся змеи, дотронулся до руки дочери и с удивлением почувствовал, что она все еще теплая. Он быстро отряхнул землю с тела Клары и поднял ее из могилы. «Дочь моя,
«Ты здесь? Ты слышишь меня? Пожалуйста, скажи что-нибудь», — умолял он. То, что произошло дальше, было максимально странным. Ко всеобщему удивлению, Клара внезапно закашляла и проснулась. Все это время она была жива. Все закричали от удивления и счастья, в то время как Али был в ужасе и скрылся с места происшествия. Клара отправилась домой к своим родителям, чтобы вылечиться. В последующие недели расследование продолжалось. Полиция опросила всех знакомых Клары, включая ее мужа, которого им удалось задержать. Поначалу он был готов сотрудничать, но после тщательного изучения его история начала проясняться, и когда появились доказательства, стало ясно, что Али преследовал Клару все эти месяцы. Он пробрался в ее квартиру, сказав домовладельцу, что он ее муж, а затем попытался отравить ее. Присяжные признали мужа виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства Клары. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.